Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Андрей Рева на связи прямо сейчас. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день, Александр. Андрей Алексеевич, начать наш разговор я предлагаю с такого странного визита Ермака к Уиткофу. А, Какой-то, эмоционально, если считывать, да, скажем так, выражение лица, то есть слова после. Такой достаточно неуспешный визит. Это если по настроению Ермака. Хотя какое тут может быть настроение? Украина атакована в очередной раз, пытается бить, в свою очередь, там, по российским НПЗ, по другим объектам. Вроде как пошли новости, что американцы продают оружие, и вроде как у Ермака должно быть другое выражение лица, потому что там миллиарды, там 100 миллионов от бельгийцев, там патриоты от датчан, и все Америка вроде как поставляет вместе с ракетами. Но что-то, видимо, Витков сказал ему такое, что вот, собственно, вот так транслировал Ермак. Хотя, понятное дело, что все хорошо, вот мы еще раз предложили. Такой какой-то опасный, что ли, визит был. И, судя по всему, опасность мы увидим немножко позже. Какие у вас мысли по поводу вот этого приглашения на ковер? И причем не к Келлогу, а к Виткофу. Видите ли, нужно себе задать один простой вопрос. А какова цель была этого визита? Ведь он же поехал не один, а с Свириденко, с Кислицей. Кислица замминистра иностранных дел. Свириденко премьер-министр. По-хорошему, как минимум, учитывая, что премьер-министр поехал, должны были быть встречи с госсекретарем, даже с Джей Ди Вэнсом. А встретились они, в общем-то, с кем? С Виткофом. Да, это очень приближенный к Трампу человек, но, тем не менее, это советник президента Трампа. И на встречу с советником президента едет премьер-министр, первый заместитель министра иностранных дел и, собственно говоря, всемогущий завхоз. Как мне кажется, целью этого визита она была более личная, чем государственная. Вы же знаете о том, что пресса в Украине активно продвигает тему, что от Ермака все устали. Об этом пишет, кстати, западная пресса. Что он всех достал, что с ним никто не хочет встречаться, ну и так далее. И вот он решил, так сказать, показать всем злопыхателям, недоброжелателям, что, в общем, он рукопожат, что он может себе, так сказать, встречаться с первыми лицами в Вашингтоне. Если вы вспомните, когда Зеленский какой сеанс анилингуса обеспечил ему Сергей Лещенко. Когда он показал, как Ермак жмет руку Джей Ди Венсу и говорит, вот, все вот смотрите, так сказать, товарищи. Все там, кто рассказывали, вот, посмотрите. Сам Джей Ди Венс жмет руку, значит, Андрею Борисовичу. Как у Высоцкого, выигран матч СССР в Варге с Мюллером я на короткой ноге. И вот это вот, мне кажется, для него главное. Не то, что ты привезешь из Вашингтона, и каков будет результат для Украины. А вот картинка, которая покажет, что я вот вхож, я рукопожат, и, в общем-то, меня допускают. Почему у него такой кислая физиономия? Ну, потому что выше Витков, а с ним никто не встретится. Несмотря на то, что у него в обойме были дрессированные ручные ребята из правительства, да, включая премьер-министра. То есть я вам привез, чтобы вы не кричали, что якобы у меня там низкий статус. Но несмотря на то, что у него в запасе были такие фигуры, с ним никто, кроме Виткофа, не встретился. Поэтому я думаю, что именно это и вызвало его раздражение и его недовольство. Ждать каких-то прорывных решений от Виткофа невозможно. Витков решений не принимает. Витков советник Трампа. Все решения, конечно же, принимает Дональд Трамп. Да, Витков может ему что-то посоветовать, как-то так, поскольку ему Дональд Трамп доверяет, но надо понимать психологию Дональда Трампа. Дональд Трамп держит советников до тех пор, пока его мнение, то есть советника, совпадает с мнением Дональда Трампа. Как только советник начинает проявлять мнение, отличное от мнения президента, у него начинаются проблемы. Я почему об этом говорю? Я сейчас приобрел замечательную книжку Болтона. Джона Болтона, кстати, он был помощником президента по национальной безопасности. «Комната, где все случилось». Начал читать, я потрясен. Мне приходилось много всякой мемуарной литературы читать.
Болтон человек явно не обделенный литературным талантом, захватывающий пишет. Но смысл в чем? Он долго шел в команду Трампа, Трамп долго к нему присматривался, ему там разные предложения были, значит, и заместителем госсекретаря и прочее, прочее, прочее. Но, работая с разными американскими администрациями, он запомнил главное правило Генри Киссинджера сформулированное. У тебя, если, должность ничего не стоит, если у тебя нет отдельного почтового ящика. То есть, если ты просто там ходишь, там, у тебя титул есть, а, в общем-то, к тебе никто не обращается, и ты не имеешь каких-то постоянных обязанностей и прав, то ноль. И долго к нему Трамп присматривался, там, у него был Рекс Тиллерсон, значит, госсекретарем, и были советники, помощники по национальной безопасности. Но как только вот у Болтона, как он часто общался с Болтоном, и оказалось, что его взгляды по иранской ядерной проблеме, по Израилю, совпадают, в конце концов Трамп принял решение, взял его к себе. Чем это кончилось? Как только Болтон в старой американской традиции отстаивал свои принципы дальше, и оказалось, что по ряду других международных позиций взгляды Болтона и Трампа разошлись. Закончилось это дело тем, что Болтон ушел, он написал эти мемуары, а сейчас Болтона обыскивают. Поэтому Стив Витков друг, многолетний друг, Трамп ему доверяет, но он никогда не позволит себе перечить Трампу. И даже если у Трампа, даже если он услышит какую-то альтернативную информацию того же Ермака и посла, визитера из Украины, это не значит, что он побежит тут же менять мнение Трампа о причинах и способах решения российско-украинской войны. То есть он выслушал, он помахал головой, да, 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 да. Ему там показали очень страшные кадры там, разрушения украинских городов, но это не действует на Витков. А Витков это девелопер, точно так же, как и Трамп. Они живут в совершенно другой системе координат. Поэтому визит чисто ритуальный, Ну так который должен... ритуальный, подождите, ритуальный перед чем? Ну вот все равно, как бы, если вы говорите, что он лично, если там Ермак всех достал, ведь, ну, это на поверхности лежит. До этого визита Ермак объездил весь Ближний Восток. Все вот эти полуофшорные, все, в общем, все места, где прячут деньги. Ну, объездил Ермак. Причем это все подается как какой-то, ну вот, не знаю, процесс мирный. Ёлки-палки, какой мирный процесс? То есть мы с точки зрения продолжения переговоров, мы ну, сейчас в таком тупике. Точно нам ну, дают как бы воевать и навоеваться, что одной, что другой стороне. Никто никого не принуждает, никто никуда не едет. Встреча с Путиным, о чем там вчера Зеленский на кладбище перед журналистами говорил, ну это как бы так, то есть Зеленский вообще, вот я просто послушал, вчера показывал в прямом эфире, он не отдает отчет себе. Он говорит, смотрите, по поводу встречи с Путиным. Россияне думают, как ее провести и одновременно, как ее сорвать. То есть это как, знаете, какой-то вот анекдот про блондинку, встретишь крокодила или не встретишь. Это как вот этот вот прогноз погоды в средние века в Древней Руси. То ли солнышко выйдет, то ли дождик пойдет, как Бог даст, понимаете? То есть мы понимаем, что они сейчас находятся, руководители Украины, в очень подвешенном состоянии, хотя выдают, ну вот как бы из себя строят каких-то таких, ну чуть ли там не главных решал планеты о том, как Украина объединит Европу и США со своей войной. То есть итог какой? То есть Ермаку передали какие-то условия, согласованные с Москвой. Ермаку передали черную метку. Ермаку сказали, ну, с ним попрощались. То есть это ведь на самом деле подавалось с начала недели как нечто такое. Зеленский пару раз, кажется, да, в своих вечерних обращениях об этом говорил. А в итоге чего ждать? Я смотрю на вас, Александр, и радуюсь. Ну, потому что я вот чувствую, что вы с 2019 года, когда вы голосовали за Зеленского, продолжаете верить в то, что он думает об интересах Украины. Этот человек никогда не думал, как он сказал, я вам ничего не должен, я должен только своим родителям. Ничего, кроме личного пиара, личного благополучия,
его не интересует. И точно такие же люди вокруг него. Он их подбирал, того же Ермака. Ермак же не был и с самого начала главой администрации, офис. Он его подобрал, потому что вот он точно такой же, как и Зеленский. И когда вы сейчас говорите, вот там война, там людей убивают, нужно что-то делать, как-то так, их это не волнует. Они ведут избирательную кампанию, несмотря на войну. И вы сейчас говорите, он поехал в Вашингтон. Конечно, поехал. Да после провала со студентами. Представляете, какой это был удар по Андрею Борисовичу? Он же здорово поперся к студентам в Киевскую школу экономики, да? К этому Милованову. Студенты просто его там растоптали. Он им просто тупо врал, и они над ним смеялись. И об этом стало известно. Как? Всемогущий завхоз, который все вопросы решает, оказался голым королем. И пришлось думать срочно, вот как нужно предпринимать какие усилия, чтобы как-то восстановить имидж вот этот вот всемогущего решала. Сначала они заявили о чем? О том, что мы набирать будем военных в офис президента. Дескать, вот теперь каждый, кто будет работать в офисе, будет иметь боевой опыт. Поэтому без этих ребят мы никак не сможем. Это должно было как-то вот поднять его акции в глазах избирателей. Дальше мы, значит, там разрешим выезд до 22 лет за границу. Замечательно. И вот он поперся в Америку исключительно с личной целью. Показать всем злопыхателям, что вот он при силе, и с ним и хотят иметь, и имеют дело сильные меры сил. Никаких других целей он не преследовал. Что ему там рассказал Витков и как это будет дальше, они считают, что они отпетляют. Им наплевать. Но еще раз Лещенко прокомментирует. Смотрите, вот была фотография с Джей Ди Венсом, сейчас Стивом Виткофом. Витков на короткой ноге ест с Путиным, значит, и мы с ним то же самое на короткой ноге. Дескать, нас пускают к самому телу почти. Проще смотрите на эти вещи. Эти люди думают о себе. Их больше ничего не интересует. Андрей Алексеевич, такие новости приходят умопомрачительные. Ну, сейчас мы, наверное, к моменту, когда выйдет наше видео, люди получат больше подробностей и подтверждений. Средства массовой информации передают о том, что во Львове убит Андрей Порубий, экс-спикер Верховной Рады. Значит, нацполиция сообщила, ну, без имен, да, то есть там известный общественный политический деятель, имена не раскрываются, но, судя по всему, средства массовой информации пишут, что это именно он. Сразу же все вспоминают, да, там комендант Майдана, он какой-то путь, да, то есть происходит какая-то, ну, очень специфическая деятельность. Ну, понятное дело, версий, как всегда, 3, да, то есть общественно-политическая, там, личная, что-то вот не поделили, ну и там какая-то финансово-коммерческая. На самом деле, слушайте, ну, как-то это убийство как-то немножко шокирует своей нужностью, ненужностью, если мы берем общественно-политический разрез. Александр, я не готов комментировать, потому что у меня такой информации нет о том, что Порубия убили. Я единственное, что могу сказать, что меня удивило. Ведь Порубий был главой Верховной Рады Украины до 29 августа 2019 года. Даже после инаугурации Зеленского он был главой Верховной Рады. Он был включен в список Европейской солидарности и стал народным депутатом Украины. Да? Фракция Порошенко насчитывает где-то порядка 25 депутатов. Что меня удивило с того момента и по сегодняшний день. Вы где-нибудь видели Порубия? На каких-то публичных, какие-либо публичные проявления? Я практически всех его депутатов фракции видел. Ну, и лично видел, и слышал, и смотрел, значит, на YouTube. Порубия нигде не было. Все эти 6 лет. Почему он не был в публичном пространстве, я сказать не могу. Но для меня это был странный момент. Если человек избегает публичности, значит, у него на то есть какие-то серьезные причины. Если сейчас эта информация подтвердится, ну тогда, значит, это много что объяснит. Но пока я еще раз говорю, я не готов комментировать до тех пор, пока я лично не буду убежден в том, что действительно такая
беда случилась. Ну, случилось. Есть уже фотографии с места событий, есть уже, собственно, ну, с места... В общем, был стрелок, который его... Это заказное убийство, это один из районов города Львова, прямо на улице. Видимо, там кто-то пытался оказать медицинскую помощь. Конечно, ужас, что происходит. С точки зрения безопасности тыла. Безопасности тыла и, конечно же, ну, давайте будем откровенны, Парубий все-таки бывший спикер, и, ну, как бы, это все равно фигура. И судя по там, ну, скажем так, обстановке, ну, это он же шел по Львову, безопасному городу, да, и вот его подстерег стрелок. Это же, смотрите, помните, вот кричал Зеленский на стадионе, да, там, я ваш приговор. Вот то, что произошло сейчас, это приговор. Потому что, например, у Стерненко охрана, смотрите, как ну, все сработало. Сейчас он может угрожать жизни президенту со страниц The Times, хвалить СБУ. А где же в этот момент обеспечение безопасности, ну, как бы вчера еще, ну, условно, прошлой каденции второго человека в государстве? Я учился в Ленинграде, там есть канал Грибоедова. На канале Грибоедова стоит знаменитый храм Спаса на Крови. Он стоит на месте убийства Александра II, российского императора. Он был убит 1 марта 1881 года террористами из Народной воли, такая революционная организация. Так вот, когда убили императора, это место оцепили, ну а все же зеваки ходили и пытались понять, что случилось. Ну, радио не было, телеграмма точно не было еще тогда, да? Фейсбука не было, даже телевизора этого не было, радио. И все же пытались узнать. Ну, стоят же полицейские, жандармы, и их спрашивают, кого убили, кого убили? И жандарм им отвечает, кого надо, того и убили. Отцепитесь, мол, кого надо, того и убили. Заказное убийство очень сложно раскрывается вообще в принципе. И если правда то, что Парубия убили, то мне лично становится понятно, почему он старался избегать публичности. Но если, видите, если заказ есть, то это всегда плохо заканчивается. Кстати, средства массовой информации сообщали, что якобы офицеры украинской разведки встречались с сербскими бандитами на предмет того, что у них есть информация о том, что заказали Минтича, кошелька нашего уважаемого президента. Якобы они их убеждали в том, что нужно снять этот заказ, чтобы Минтич мог себя спокойно чувствовать. Ну, в таком мире мы живем с вами, Александр, понимаете? Стерненко, он имеет охрану СБУшную, имеет бронированный джип. Да? А скажем, наших СБУшников, которые там занимались боевыми операциями на территории Российской Федерации, их почему-то не могут уберечь. Что Максима Шаповала в свое время взрывали, что вот последний был террористический акт, который, когда убили тоже высокопоставленного офицера СБУ. В конце концов, в центре Киева убили депутата Вороненкова, депутата Государственной Думы Российской Федерации. Причем убили в центре Киева, когда у него была охрана там, из офицеров спецслужб. Понимаете, убили многих других оппозиционеров. Вот убили, кстати, казахского оппозиционера в Киеве. И спокойно уехали. То есть, когда мы говорим о работе украинских спецслужб, то мы, с одной стороны, видим успешные боевые операции на территории Российской Федерации, как та же «Паутина». Я считаю, что за это нужно просто аплодировать, стоя тем ребятам из службы безопасности, которые это сделали. Но, с другой стороны, мы видим, скажем, департамент захисту национальной державности, который следит за Бигусом. Целый департамент спалился на элементарном, как они пытались записать Бигуса. Сейчас этот департамент захисту национальной державности опять в штангу дал, когда они там Магомед Расулова задержали. Детектив НАБУ. Это вообще цирк. Чисто сфальсифицированное дело. Об этом, кстати, Ярослав Железняк четко рассказал. То есть, когда мы говорим о противодействии вражеским спецслужбам, здесь у нас полный провал. Полный. Ну, а почему вы считаете, что там вражеские спецслужбы ну,
в Потому убийстве что депутата Порубия. Вороненкова, если мы говорим о том, что его не убило ФСБ, а убил какой-то олигарх российский, спокойно на территории Украины, то у меня простой вопрос. Чем занимаются наши контрразведчики? Нет, у меня простой вопрос. Смотрите, кажется, что, опять-таки, мы не знаем, версии сейчас как бы не выдвигают. Единственное, что это все сейчас описывают, как это все происходило. Доставщик еды, сервиса доставщика еды, это был вот этот киллер, да, он был с этим желтым чемоданом и, в общем, там, расстрелял, его сейчас ищут, этого человека. Это вот так было исполнено. Выстрел посреди бела дня, вот это вот на улице, и, ну, есть убит Порубий, да? Тут вопрос в другом. А, Представлял ли ценность Порубий для спецслужб Российской Федерации? Вопрос большой на самом деле, отодвинутый, как вы говорите, правильно, молчащий, отодвинутый, да, с прошлым, да, с майданным прошлым, да, там, скажем так, бывший спикер Верховной Рады, но его вес с точки зрения там, для противника, как дестабилизирующий фактор это убийство рассматривать, еще что-то, непонятна выгода российской стороны. А если это распри внутриполитические, то тогда, простите, мы действительно идем в какую-то, ну, очень опасную фазу внутри Украины. Фазу, когда вот так и будут решать вопросы. И политические, и экономические, и бизнес-вопросы, и так далее. Потому что, судя по всему, нас ждет похабный мир с бандитизмом внутри и разборками внутри. Видите ли, Александр, вы сейчас очень остро реагируете на факт смерти Порубия, но я вам хочу напомнить, что год назад была убита Ирина Фарион во Львове. Убита среди бела дня. Хлопчик 17 лет от роду, которого сейчас судят. Лично у меня никаких сомнений нет в том, что это дело рук ФСБ. Никаких сомнений нет. И вот то, что мы видим, потому что там мотив очень яркий и очевидный. Что бы он там ни рассказывал, как бы он там ни петлял, лично у меня сомнений нет. Я понимаю, что есть суд, пускай они там решают, но лично у меня, как у простого гражданина, нет никаких сомнений, что это дело рук ФСБ. По Порубию я не знаю. Потому что, еще раз говорю, 6 лет человека нет в публичном пространстве. Он не выступал ни с какими заявлениями, даже антипутинскими. Он не принимал участия, он не был командиром каких-то добровольческих частей, подразделений. И лично сам не принимал участие в российско-украинской войне. Его не было. То есть очевидно, что если это случилось, то не за какие-то дела, которые вот сейчас так происходили, его убили, а за то, что, очевидно, это было до того, как. Ну, а тут уже, как говорится, можно гадать только, что случилось и почему Порубей стал интересен тем, кто его убил. Я не знаю, кто его убил, и было ли это ФСБ или кто-то другой, мне сказать трудно. Может, это даже и внутренние разборки. Но почему-то мне так кажется, что правда мы с вами не узнаем. Не узнаем. Хотя у меня есть версия. Вы знаете, кто у нас всегда виноват, что бы в стране не случилось? А кто? Путин? Нет. Это уже устаревший вариант. У нас всегда во всем виноват Порошенко. Единственное, что он может сказать в свое оправдание, это то, что депутат Порубий был депутатом от фракции Европейской солидарности. Поэтому Порошенко алиби. А так, если бы вот он не был депутатом, 100% уже бы все эти позитивные блогеры кричали, что это Порошенко. Может, это зачистка, условно, тех, кто слишком много знает о Майдане? Вот, кстати, Порубий не был главным на Майдане. Более того, когда там он уже был комендантом Майдана, потом он заболел. Когда там вот все столкновения шли, его же не было непосредственно там, во время всех этих вещей. Гораздо больше знал, например, тот же Поросюк. Теперь у меня вопрос. Поросюк попал в плен под Иловайском. Его россияне взяли в плен. І потім розказують сказку, що його не пізнали, що він зумів так пропетляти, піти. Ви мене, конечно, извините, но знаю, что такое ФСБ, чтобы он там пропетлял, это маловероятно. Они же фильтровали всех. Это тоже, кстати, интереснейший вопрос. С той же Надей Савченко.
Мы должны понимать, что взаимная игра спецслужб, она идет постоянно. И где спецслужбы, а где какие-то там бандитские разборки, это узнать сейчас очень сложно. А кроме того, доверять нашей контрразведке очень сложно. Когда идут какие-то боевые операции, они, наши, так сказать, очельники страдают недержанием речи и начинают рассказывать детали операции, как это все произошло. Это верх непрофессионализма. И это называется подстава для тех ребят, которые делали эти замечательные операции. А вот здесь вот, ну, вспомните дело Шеремет. Уже даже целый министр внутренних дел с президентом и с прокурором рассказывали, что мы дело раскрыли, вот мы их задержали. И что? По факту. Оказывается, что никаких у них доказательств нет. Подозреваемые на сотрудничество со следствием не пошли и наоборот защищаются, и пришлось их выпускать. Поэтому качество, повторю еще раз, следственной работы, контрразведывательной работы очень низкое. И я не верю в то, что мы узнаем правду о том, что случилось. Да, такой интересный, скажем так, поворот. Ну, если брать политическую картину, безусловно, это трагедия, это ужас и кошмар. Да? Казалось бы, воюющая страна, они ну, в тылу должен быть порядок, контроль, а мы видим, собственно, возможность вот Скажите, такие. пожалуйста, Александр, как может быть порядок в тылу, когда конституционные органы власти не работают? Может ли один человек с 5-6 помощниками единолично управлять целой страной? Ну, это же абсурд. Поэтому все, что происходит, это следствие того, что господин Зеленский выполнил свое предвыборное обещание. Он же обещал сломать систему. В результате он сломал государство. А теперь, когда мы видим паралич этого государства на вот этих вот примерах, все начинают искать причины. Ребята, причина – это ваше тупое голосование в 2019 году. Вы поставили вот этого человека во главе государства, а теперь удивляетесь, почему все так плохо. Потому плохо, что рыба гниет с головы. А эта голова, кстати, даже на вибори не хоче йти. Бо вона вважає, що я ще перший термін не закінчу. Мало Ну того, как, он же вроде вам бы, обещал. вроде бы хочет. Слушайте, ну, Нет, так он сказал, что... Его же спросили, вот, Владимир Александрович, ви 5 лет уже були президентом. Пожалуйста, читайте. Він каже, мій перший термін ще не закінчився. Тобто я ж своїх 5 років не відсидів. Нормально? Уже 7-й год чувак сидит в кресле президента, но не собирается отчитываться. И нормально, ну, как вы видите, все хорошо, никаких проблем нет. Лжет на каждом шагу. Я вам просто хочу сказать, почему я так вот резко говорю. Вот я на 6 судебных слушаниях был лично в Верховном суде. Позов Порошенко против Зеленского. По поводу санкций. Ви ж пам'ятаєте, що Володимир Олександрович всім розказував? Та в ці гроші в благодійному фонді Порошенка, замість того, щоб йти на армію, відмиваються, виводяться за кордоном. Є факти, є люди, є рахунки. І якщо ми це розкажемо, то це буде що? Що от появився у них там главний фінансовий розвідчик Пронін Філіп. Он очолив Держфінмоніторинг, і от он это обнаружив. Дайте, будь ласка, подання Проніна. Ну, чтобы шокировать публику. Ну, чтобы все понимали. И вот когда они дали это подание Александру, знаете, что там написано? Оказывается, Пронин прочитал в газете «Закон и бизнес», что были укладены Харьковские угоды в 2010 году, согласно которым, значит, Черноморский флот Российской Федерации должен был еще 25 лет после окончания договора, то есть в 2017 году, еще на 25 лет, то есть до 2042 года находиться в Севастополе, в Крыму. И Пронин говорит, а не Порошенко ли был инициатором этих харьковских угод? Человека озарило. Ну, дальше все это дело и угоды. То есть он врал, когда рассказывал о том, что он наложил санкции за... Оказывается, за харьковские угоды. И что, знаете, что в санкциях написано? Что Порошенко запрещено на авианосцах заходить в порты Украины и на самолетах садиться в наши, значит, аэропорты. И он спрашивает, а у меня нет авианосцев. И знаете, что представитель президента говорит, Кабмина, говорит, ну так санкции же превентивні.
Мы же не знаем, чем вы в будущем будете заниматься. Ну, я же тоже под Вы едете на санкциями. авианосце. Я тоже не Я могу же это ж- на корабле заходить на военном. Ну, не могу, ну, не знаю. И вы тоже, кстати, смотрите, не купить это вам запрещено. Вот такие идиоты, понимаете? А потом все удивляются, в чем дело. Значит, Так не надо. Зеленский отреагировал на убийство Порубия. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию поиску убийцы. Значит, в общем, вперед, так как сказать, Игорь Клименко. 8 раз стреляли в Порубия во Львове. 8 выстрелов было. Потом уже сообщили, ну, вот с мест событий, где уже приходят больше фото, больше, ну, в общем, все узнали, уже это сообщают. Ну, вы как бы так категоричны по поводу того, что мы не узнаем, в чем дело, ну, истинную причину. Возможно, я даже где-то склоняюсь к вашей точке зрения. Но, исходя из того... Александр, Вот смотрите... извините, я вас перебью. Смотрите, ведь он же бывший глава Верховной Рады, да? Он относился к одному из трех высшие должностные лица. Президент, глава Верховной Рады там, и премьер-министр. Скажите, почему у него не было охраны? Тем более, если он скрывался фактически, вот, значит, ему кто-то угрожал, он что-то знал, чувствовал, и у него не было охраны. А теперь они будут, как он сказал, мы докладемо всех зусиль. Это же надо, какие молодцы. Ну просто, и меня на слезу прошибает. Ну, это такая опасная версия, конечно. А если уши стоят как раз-таки действующего режима за этим делом? Тогда тем более мы не узнаем. Почему? Потому что вы же видите, у нас единственный правоохранительный орган, который не был подотчетен под контролем президенту, НАБУ. Вы видите, какая там шла война для того, чтобы их тоже пристроить. Да, там общественность отстояла, но они взяли заложников в виде детективов НАБУ. И запугивают просто этих ребят. Скажите, генеральный прокурор может провести объективное расследование, если он полностью зависим от президента? Служба безопасности может это сделать? Нет. МВД? Нет. Так кто? Ну кто? Ведь эти все органы, они полностью подотчетны и подконтрольны президенту. И мало того, он же на них влияет не только через конституционный орган Совет национальной безопасности и обороны, правильно? У него же есть еще специальный смотрящий, некий Татаров, который при наличии конституционных органов РНБО, какое он может иметь отношение ко всем этим правоохранительным органам? Для чего он существует? Только для одного, для передачи незаконных распоряжений от президента к этим органам. Поэтому, если эта власть сделала, то тем более мы правда не узнаем. Потому что они просто спрячут в конце года. Хотя, вы помните дело Гонгадзе. Ведь слили же информацию о пленках Мельниченко, да? И это было опубликовано, и пришлось делать вид, что идет расследование. Но в конце концов Пукача взяли. Того, кто убил Гонгадзе. А вот дальше, кто заказал, тут уже начался букс. И до сегодняшнего дня никто не понимает, кто был заказчиком. Сейчас вот официальная версия следствия – эксцесс исполнителя. То есть должны были его попугать, но в результате того, что, значит, перестарались там хлопцы в машине, когда Гонгадзе, значит, выкрали, он погиб. Дескать, никто его не заказывал, случайность. И на этом стоит официальная версия. Что будет с Парубием, я не знаю. Если общественность получит какие-то слитые материалы от тех же правоохранителей, и будет ли кто-то из политиков не побоится их озвучить, как это сделал в свое время Александр Мороз, тогда вариант. Но поживем, увидим. Да, поживем, увидим. Действительно, событие такое специфическое. Но если вернуться к главной теме, это все-таки... Вот вы так сказали, что Зеленский на выборы не пойдет. Не хочет. Ну, погодите. Как это? Нет, вы говорите, он не хочет выборы проводить. Как-то не хочет. Он не хочет выборы в конституционные сроки проводить. Да, это правда. Нет, ну смотрите, тут же все понятно. То есть у нас Свириденко раздает 8 тысяч стипендий студентам, у нас Свириденко поднимает зарплату врачам, по 2 миллиона переселенцам на жилье, начнут, правда, с УБД, а потом дальше.
То есть, ну, мы видим, как прям, ну, там, раздача слонов идет. Более того, на кладбище новое бесплатный автобус пустили, выплаты школьникам. Зеленский... Хотя, вот если честно, я, например, не понял, зачем ему надо было кладбище открывать и неизвестных солдат хоронить там с почестями, потому что, ну, что это... Короче, много вопросов. И этих мирных жителей, которые там 2 недели назад фотографировали, как вот эти тестовые могилы затоплены, ну, потому что уровень грунтовых вод поднялся, и они переживают, они оправданно переживают, потому что вода в грунтовые воды попадет, колодези, в общем, качество, ну, они сельские жители, они там вот в городки играли с полицией, то есть там вязали в автозаке. То есть, но тем не менее, это все равно вот так вот преподнеслось максимально пиарно. Максимальный пиар. Вот все решения, все заявления, даже по войне, когда Подоляк выходит, говорит, справедливый мир уже наступил, мы теперь оторваны от братского русского народа, мы теперь не одно целое. То есть уже фактически везде победы. И мы вот, да, мы не можем вернуть силой все оккупированные территории, но и Россия не может оккупировать всю Украину. То есть на этом, в принципе, уже можно строить пазлы своей избирательной кампании, и многие уверены, что он прям готовится идти на выборы. Готовится, конечно. Потому что Владимир Александрович хозяин своего слова. Слово дал, слово забрал. Ему так понравилось быть президентом, что он зубами будет держаться за свое кресло. А по поводу кладбища, понимаете, у него очень низкий рейтинг вооруженных сил среди военных. Потому что люди же прекрасно понимают, которые воюют, что вот тот бардак с мобилизацией, с обеспечением армии, он связан именно с президентом Украины. Вооруженные силы воюют тем ресурсом, который дает государство. Если государство не дает достаточно ресурсов, армия воюет плохо. А речь идет о количестве мобилизованных людей, о количестве разных типов и вооружений. И самое главное, качество верховного командования. К сожалению, во всех этих вещах это персональная ответственность президента Зеленского. И солдаты на своей шкуре прекрасно знают цену вот этим всем словам единого марафона. И вот для того, чтобы поднять свой как-то рейтинг среди вот этих людей, они решили открыть национальное військовое мемориальное кладбище. Это при том, что судом было отменено решение о выделении земли под это военно-мемориальное кладбище. Он очередной раз наплевал на решение суда и решил все-таки вот сделать так, как это он, как он хочет. Ну, та же самая ситуация, которая сейчас, скажем, Стефанишиной. Стефанишиной предъявлено обвинение, не под подпидозра, обвинение в совершении коррупционного деяния. Он ее наградил орденом за заслуги третьего ступеня. Она вообще на суд перестала ходить. Суд ее оштрафовал, он ее орден за заслуги второй степени влепил. Суд там говорит, ну как же? Он ее отправил послом в Соединенные Штаты Америки. Теперь она тем более на суд не явится. То есть он плюет откровенно на законы Украины. Понимаете? Потому что вот мне нужен пиар среди военных, значит, мы будем открывать военно-мемориальное кладбище. Вообще я считал, и, кстати, говорил об этом еще Петру Алексеевичу в свое время, когда еще был министром, что место для военного мемориального кладбища не надо делать под Киев. Это неправильно. Во-первых, там земли нет. Во-вторых, это все время будут скандалы и прочее, прочее. Открывать лучше всего военно-мемориальное кладбище, с моей точки зрения, нужно было в Черкасской области. Есть такое замечательное село Суботев. Это хутор, который прилежал Богдану Хмельницкому. Там есть Ильинская церковь, где был похоронен Богдан Хмельницкий. Вот это сердце Украины. Великий гетьман, засновник української держави, відновленої. К сожалению, его останков нет, его поляки разрушили эту могилу. Но вокруг земли огромное количество. Вот в этом святом для Украины месте нужно было открыть военное мемориальное кладбище. Но в той же Черкасской области находится могила, скажем, Тараса Шевченко. Если уж на то пошло в Каневе, да? Зачем под Киевом делать вот это все дело? Зачем? Киев и так перегружен. Но там все было бы нормально. Можно было бы сделать и подъездные пути, и все остальное. Там территория немерена. И сделать это место для паломничества, для того, чтобы люди могли туда приезжать. Спокойно, нормально и так далее. Не треба в Киеве. Ну вот видите, что в Киеве. Киев же тоже не резина. Сделали уже так, как сделали. Хотя мне кажется, что это еще не окончательное решение.
Поживем, увидим. Ну, вы думаете, перенесут кладбище? Вполне возможно, почему нет? Но если там, извините, вода стоит в ямах, то как же там людей хоронить? Рано или поздно это же будет следующий скандал. А, Мы вообще к миру не идем, я так смотрю. Никаким образом. Трамп пропал. Ну вот пропал. Выдал о том, что он может там санкции ввести против Украины и против России. И Зеленский, говорит, не святой. Ну, вроде как оружие продавать, пожалуйста. Да, ну, и все, как бы, да. И у Трампа сейчас новая история, судя по всему. Мадуро бьет во все колокола, говорит, ой-ой-ой, мы в осаде, там видео снимают такие характерные, да, с военными своими силовиками, там отчитываются о том, что много пиццы едят опять в Пентагоне, потому что около 6 тысяч человек, чуть больше, отправляется туда, в Карибское море, к берегам Венесуэлы. То есть мы на пороге там одной большой заварушки. Реально предполагают, что эти морпехи, этот американский контингент, он прям будет ехать и захватывать Мадуро и вести, 50 миллионов награды отрабатывать. А Украина как бы оказалась в стороне сейчас. Встречи с Путиным Мерц вообще поражает. Говорит, не будет встречи с Путиным, много месяцев продлится война. Ну, Венс дает полгодика. Ну, как бы, да, но это после 2 недель Трампа это уже вообще не срок. Почему не удается закончить войну? Как вы отвечаете на этот вопрос? И надо ли Украине вот взять и закончить сейчас вот, вот эти боевые действия? Закончить войну может только тот, кто ее начал. Если бы Украина вторглась на территорию Российской Федерации, мы с вами обсуждали, нужно или не нужно заканчивать войну, я бы двумя руками сказал, конечно, нужно заканчивать. Я не понимаю, зачем украинская армия, допустим, хочет захватить Москву за 3 дня. Но ведь ситуация прямо противоположная. Это российская армия вторглась в Украину и пыталась за 3 дня захватить Киев. И по большому счету Путину Трамп предлагал супер вариант. Вот ты залез в чужой дом, ты награбил, с мешком вылазишь, пожалуйста, забирай все, что ты там вынес, и, значит, я тебе обещаю, что они даже, хозяева даже перед тобой извинятся. Путин посидел, подумал, говорит, не-не-не, сейчас этот мешок унесу, а потом я еще раз вернусь, чтобы мне вот то и то тоже приготовили, отдали. Он считает, что у него синица в руке есть. Это оккупированная уже территория. Он сейчас воюет за журавля в небе, рассчитывая на то, что вот Украина рухнет, он прорвет фронт. Кстати, об этом он говорил в апреле, что мы их не просто добьем, не просто мы их дожмем, мы их добьем, сказал Путин. Вот весенне-летнее наступление, которое должно было проломить фронт. Сейчас уже конец августа, 30 сегодня число, да? Но пока у него не шибко получается, и он, очевидно, будет пытаться, как минимум еще всю осень, добиться каких-то ощутимых успехов. Я не понимаю, зачем он это делает, потому что, кроме понтов, ничего хорошего в этом деле Ну да нет. нет, подождите, давайте будем все-таки объективно пытаться посмотреть на вещи. Давайте посмотрим. Нужно, ну, захватывать Донбасс полностью, даже если не полностью, но Краматорск, Славянск нужно захватывать для того, чтобы пустить воду в Донецк. То есть это прям надо, вот так. Да? Это вот такая стратегическая цель, как сухопутный коридор, также вот это вот военная цель. На самом деле Краматорск и Славянск, и там сейчас Краматорск лупят, просто это прифронтовой считается город, поэтому меньше ажиотажа в социальных сетях, хотя там очень серьезные прилеты. Поэтому это важная цель, и мы должны понимать, что это тоже будет там вода, это тоже предмет договоренности в будущем. Я просто к чему? Я к тому, что есть, как вам кажется, вот определенный дедлайн, вот сколько еще повоевать, а потом все останавливать. Куда дойти, или, например, по времени, по срокам. И, может быть, этот дедлайн передавал Витков, то, с чего мы начинали, Ермаку. Поэтому у него такой вид был. Витков может передавать все, что угодно. Сегодня ключи от мира, они не в Вашингтоне, не в Брюсселе, не в Киеве. Они в Москве. До тех пор, пока у Путина будет желание и возможность воевать, он будет это делать. И ждать, что кто-то
может ему сказать, ну-ка прекрати, потому что вот будет то-то, то-то, да, этот человек есть только один на Земле. Дональд Трамп, ну и немножко Си Цзиньпин. Послушайте, имея мощнейшую армию в мире, имея мощнейший ядерный потенциал, что, я вам расскажу, вот все говорят, какого рецепт мог бы быть, если бы. Говорю, очень простой. Трамп выдвигает ультиматум в течение, прекратить, там, скажем, в течение 2 недель боевые действия. Если нет, в Украину входят американские войска и размещаются вот недалеко от линии боевого соприкосновения. С предупреждением, что если кто-то на них нападет, он получит мощнейший ответ со стороны Соединенных Штатов Америки обычным вооружением. Ну, а в случае применения, не дай бог, ядерного, значит, вы же сами понимаете, что будет дальше. Я хотел бы посмотреть на Путина, как бы он отреагировал. Он четко понимает, что вот они все трусят. Ведь в этом же вся беда. Если, допустим, европейцы не идут на такие вещи только потому, что у них нет армии, у них просто нет вооруженных сил для того, чтобы обеспечить безопасность и прекращение огня. Но у американцев это есть. У них армия в разы мощнее российской. У них авиация в разы мощнее российской. У них ракеты намного лучше, чем российские. У них ПВО лучше. Разместить американскую армию в Украине и прекратить войну в течение 2 недель. Это очень просто. Тем более ее здесь будут встречать цветами, это же не Вьетнам. Так это же война и началась с того, что армия НАТО, армия западная не была ближе к территории Это России. хотел, да, но в результате Финляндия и Швеция вступили в НАТО без всяких последствий. А теперь ты хотел получить результат, получи американскую армию в Украине. Точка. А теперь попробуем, давай будем с тобой разговаривать. Никуда он не денется. Ну это же прожекты все, вы же понимаете, никто Не, не я просто, уйдет. вы же меня спросили, как можно прекратить войну. Я вам говорю, это может сделать Трамп при желании. И никаких проблем нет, потому что в Украине, в отличие от Южного Вьетнама, американскую армию действительно будут цветами встречать. Вам нужны корабли, пожалуйста. Черноморские проливы контролирует Турция. Вы в любой момент проведете любое количество кораблей в Одессу, в Николаев, в Херсон. Вам нужны логистические пути, пожалуйста. В Украине и железные дороги, и автомобильные дороги все есть. Нет вопросов. Вам помогут. Но нет желания. Вот в этом вся беда. Си Цзиньпин мог бы прекратить войну одним вот движением руки, прекратив закупки российской нефти и прекратив технологическую помощь Путину. Но ему интересна эта война, потому что, во-первых, он на ней зарабатывает, во-вторых, для него что Россия, что Запад – это враги, пускай воюют, он только за. Он будет рассказывать о мире, о том, что нужно соблюдать международное право, но при этом будет наживаться на этом все. Нет заинтересованности в великих стран поставить на место Путина. Поэтому Украина осталась 1 на 1 с Путиным и воюет. И когда Трамп говорит, я не понимаю, почему вы воюете с страной в 15 раз вас больше. Ну так что ты предлагаешь? Поднять руки или как? Вот как? Вот что ты предлагаешь? Я ничего не предлагаю. Просто ходит и языком ляпает. Сейчас взяли и написали, что он умер. Не дай бог. Потому что Джей Ди Ванс это еще хуже, чем Трамп. А ведь он по Конституции будет исполнять обязанности. Вот вы зря смеетесь, Александр. Вот что такое Джей Ди Ванс? Знаете? Есть вот в Украине замечательное слово «ругуль». А в Америке аналогом слова «ругуль» реднек, красношей. Вот красношеями называют жителей сельской местности, которые невеликого розума. Да? Вот Джей Ди Ванс, вот это вот. Почему его Трамп взял? Потому что он рагуль. На фоне Трампа Джей Ди Ванс это просто клоун. И говорит, вот смотрите, какой замечательный хлопец. Он даже президентом будет после меня. Везде его показывают. Все над ним смеются. Он дурак просто. Вы послушайте, что он несет. Это же просто капец. Так а что он такого несет? Подождите. Ну, как вам объяснить? Было 2 мировые войны. Скажите, эти войны были в Европе. Какое отношение имели Соединенные Штаты к этим войнам? Ну, оно им надо было. Но каждый раз эти войны втягивали, как в воронку, знаете, Соединенные Штаты Америки. В 17 году, после того, как немцы потопили Лузитанию, корабль не меньше, чем Титаник, с людьми, американцы объявили войну Германии. 22 американские дивизии, почти 1 миллион солдат были переброшены через океан. Командовал ими генерал Першин. Вот попробуйте так представить себе на секундочку. Вот потомки тех, кто удрал из Европы,
потому что им здесь не нравилось. Переехали в Америку фермеры, рабочие. И говорят, вот мы теперь вас берем в армию, вы поедете через Атлантику и будете воевать против Германии. Вот как мотивировать этих людей? Представляете, если бы это было в наших условиях, сколько в СЗЧ ушло? Или сколько убежало бы? Или бы какие-то там протесты были? Нифига. Они все приехали, они все воевали, и немцев, так сказать, обломили. Но когда мир подписывают, американцы сказали, мы хотим, чтобы больше войн не было, чтобы мы больше в это дело не втягивались. Давайте мир без аннексии и контрибуций. Англия и Франция сказали, не-не-не, немцы за все заплатят. Американцы сказали, все, мы подписываем мир с Германией, мы не будем подписывать ваш Версальский мир, мы к ним претензий не имеем, они к нам, разбирайтесь. И Рузвельт не мог объявить войну Германии, хотя вся Европа пылала в огне Второй мировой войны. И что? Япония напала, разбомбила Перл-Харбор, а через 4 дня Гитлер войну объявил Америке. И Америка вновь была втянута в мировую войну. И вот после Второй мировой войны они приняли решение. Что сделать, чтобы ребята не порезали друг друга и не постреляли? Нужно у них забрать пистолеты и забрать ножи. И сказать, теперь вы все занимаетесь мирным трудом, а всю армейскую часть несем мы. И в этом была суть НАТО. Вы между собой не воюете, а мы обеспечиваем вам безопасность. Что происходит сейчас? Приходит Трамп и говорит, о, блин, да ну, это ж дорого. А, кстати, вы нам не доплатили, сейчас мы на вас там и прочее. И вообще не факт, что мы вас будем защищать. То есть ты стимулируешь европейские страны к ремилитаризации. Когда они вооружатся, как вы считаете, не вспомнят былые обиды или нет? Ну, давайте на поляков посмотрим, как они сейчас вспоминают Волынскую трагедию. Давайте посмотрим на венгров. Давайте посмотрим на реваншистские, скажем, взгляды, которые сейчас альтернатива для Германии проповедуют. Давайте посмотрим на Национальный фронт Марин Ле Пен. Ну, правда, у нее там сейчас проблема Ну, возникла. то есть американцы виноваты. Они Венс вот это конкретно вот. виноват в Не-не, я следующей вот мировой послушайте, войне. Во-первых, начнем с того, что Венс выступал на Мюнхенской конференции, и когда он заявил, что мы не считаем, что вас нужно защищать, это говорит о том, что он полный кретин. Ибо он не понимает, зачем это было сделано. И более того, сейчас он хвастается, что мы вот больше не будем давать ни копейки на войну. Мы не будем там платить больше за безопасность союзников. Он не понимает, что Третья мировая уже началась. И вопрос только в том, когда вы вступите в эту войну. Сейчас? Тогда у вас жертв будет меньше. Либо потом, когда вас втянут в эту войну, как это было в 1941 году. Он дурак. Так себе, конечно, перспективки. Андрей Рева был моим собеседником сегодня. Я благодарю вас за время и мысли. Всего доброго. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, поставьте лайк. Увидимся.